Всем привет, народ! Это канал Steinhaus. Недавно на Алиэкспрессе я купил себе два вот таких камня для заточки ножей. Один из них алмазный, другой водный. Ну, точнее, этот камень не водный, скорее он масляный. Оба этих камня на 3000 грит. И сейчас я хочу посмотреть, какой результат они дадут. Эти камни я купил уже для финальной заточки ножа, чтобы довести режущую кромку до зеркального блеска. Вот. И хочу посмотреть, какой результат даст алмазный брусок на 3000 грит и какой результат даст вот этот так называемый рубиновый камень с Алиэкспресса, розовый камень с Алиэкспресс для заточки. Я уже давно заметил, что алмазный камень и обычный камень, допустим, водный, дадут разный результат, потому что алмазы царапают режущую кромку более грубо, чем абразивные камни обычные. Вот, сейчас я хочу заточить вот этот свой китайский ножик. Это нож Ганза G704. Сталь 440C. Вот здесь у нас идет заводская заточка. Я его не трогал, не перетачивал, да и особо им не пользовался. Как купил, так он у меня и лежал. Ну, зрители моего канала знают, что я недавно купил себе на Алиэкспрессе точилку для заточки ножей Ruixin Pro RX008. И сейчас вот все, что у меня есть, я решил переточить. Ну, или не совсем переточить, подправить режущие кромки, довести их до блеска и так далее. Видео о том, как заточить нож для новичка, есть на моем канале. Также у меня есть видео с обзором этой точилки. Кому интересно, можете посмотреть. В принципе, нож режет нормально. Но ощущается, что острота не идеальная по звуку реза. И такие вот ворсинки есть на разрезе. Сейчас сначала я установлю нож в поворотный механизм. Померю его угол. Постараюсь определить, в какой угол заточен нож. Угол заточки ножа заводской. И тогда пойму, в какой угол мне его нужно будет переточить. Как определить угол заточки ножа? Такое видео тоже есть на моем канале. Все ссылки будут в описании. Поэтому сейчас в ускоренном режиме будем его затачивать. Да, кстати, чтобы нам не мешался вот этот шпинек, чтобы он нам не мешал водить камнем по режущей кромке, я его сейчас сниму. Так, все, шпинек у нас сидел на фиксаторе резьбы, поддался не сразу.
Так, ну что ж, ножичек наш заточен. Ну, что я могу сказать о своих впечатлениях об этих двух камнях? Рубин на 3000 грит и вот этот вот алмазный камень на 3000 грит. Значит, после алмазного камня на 3000 грит режущая кромка начинает блестеть. Начинает, точнее, не то, что блестеть, а становится довольно такая яркая, но все равно не зеркальная. В ней как бы видно какие-то отражения силуэтов, но она не зеркальная. Вот, в принципе, острота отличная. В большинстве случаев этого камня, наверное, будет достаточно, чтобы заточить нож до бритвенной остроты. Ну, если после этого еще на коже подправить, то будет идеальная острота. Ну, а после камня, рубинового камня для заточки, кромка становится более блестящая, но на ней все равно видны царапинки, такие микроскопические. Видно, что они есть. В ней уже видно отражение лучше, уже силуэты более четкие. Вот, но, опять же, не идеальное зеркало. И видно вот эту вот какую-то матовость, что ли. Если присматриваться, все-таки видно, что это не идеал. Поэтому я думаю, что прикуплю себе еще какой-нибудь камешек на Алиэкспрессе для заточки на 10 тысяч грит, допустим, или что-нибудь в промежутке, допустим, на 6 или оба. Ну, если куплю, покажу, расскажу о своих впечатлениях. Нож, конечно же, прекрасно режет газетку. Вот. Ну, также я обычно после заточки пару движений делаю на коже с пастой. Буквально несколько движений. Так. После этого режущая кромка становится еще более блестящая, поэтому, в принципе, этого камня достаточно. Если подправить нож после заточки на коже с пастой, то режущая кромка уже будет довольно-таки хорошо блестеть, уже будет такой, можно сказать, зеркальный блеск. Что-то приближенное уже максимально к зеркальному блеску. Но все равно видны вот эти вот следы от бруска. Паста их так не сотрет. Вот, в принципе, сочетание вот этого бруска, розового бруска, так называемый рубиновый камень, с доской с кожей дает отличный результат. Можно еще несколько раз провести по коже. Главное этим не увлекаться, потому что можно залезать режущую кромку так, что рез будет уже мыльный. Нужно знать меру. Так, ну и после кожи, естественно, должен он резать еще лучше. Да, разница заметна. Так, ну после правки на коже стал он резать еще лучше, еще намного лучше. Ну, результат заметен. Кожа делает свое дело. Так, ну вот в принципе и все. Ножичек мы заточили, камешки. Ну, это лично мои впечатления. Я говорю, что как вижу я. Вот. Также... Вот об этом камешке, что я могу сказать? Ну, я не знаю, видно, наверное, будет, да? Середина вся в царапинах, он весь залезался. Вот этот камень я рекомендовать, наверное, не могу. То есть, получается, я вот трогаю, он стал как стекло, он настолько залезался. Вот здесь на кончики, которые не участвовали в заточке, до них не доходило, они, по ощущениям, шершавенькие. Вот ногтем я провожу, он прям пилит ноготь, как пилочка для ногтей. А здесь, ну, что-то ощущается, но как будто я по стеклу вожу. Вот, то есть, этот камень, он одноразовый, можно так сказать. Вот, видно здесь прям царапины, как будто все вот эти алмазики, так называемые, они стерлись, и там, ну, до металла. Я не знаю, может быть, это... От гритности зависит. В общем, буду заказывать, наверное, другой камень. Это вот такой камень с надписью 3000 грит, то есть такое обозначение гритности сверху. Больше никаких тут нет обозначений. Но я ссылку оставлю в описании на продавца. Эти оба камня я покупал у одного продавца. Ссылка на них будет в описании.
А этим камнем, в принципе, я доволен. Довольно неплохо он так работает. Убирает следы прошлого камня. Но вот хочется мне попробовать что-нибудь еще повыше гритностью. Да, и, кстати, я использовал с этим камнем масло. Все-таки вода с него как-то быстро скатывается. И она абсолютно не впитывается в него. Поэтому, скорее всего, этот камень под масло больше заточен. Так мне кажется. Вот. Ну, на этом все, народ. Все ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр. Также хочу напомнить, что мой канал на данный момент есть на Яндекс.Дзене и на Рутубе. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Также у меня есть группа ВКонтакте, куда я выкладываю дополнительные фотографии и делаю репосты всех видео сразу же после их выхода. Тоже можете подписываться. Все, всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале.